Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Если кому интересно мое состояние здоровья, то сразу скажу, из очень плохого оно перешло в состояние просто плохое. Кстати, знаете, что я здесь вижу? Я здесь вижу Энигму, есть достаточно пару интересных магов, есть новый герой Леший. И у меня есть идея. Под роликом, где я просил собрать 50 лайков, чтобы реализовать духов плюс магов, собралось 50 лайков. Поэтому что? Верно. Верно, сегодня мы будем пробовать реализовывать магов через духов или духов через магов, как вам удобно, так и, скажем так, для себя говорите. Сразу покупаю со старта Гримтача, мало ли мне что-то такое интересное выпадет. Как я в целом вот планирую играть? Либо же я буду играть через гоблинов-мехов, либо же я буду играть через рыцарей плюс люди, либо же просто буду играть через магов. То есть посмотрим. Ну, по крайней мере, гоблин ко мне пришел. И есть тиник. Вот гоблин тиник есть, а значит что? Правильно. Начало положено. Начало положено. Кстати, Гримтача можно было бы попробовать и в двоечку собрать, я думаю, сейчас со старта. На самом деле, Гримтача неплохо так сделали. Единственный ему минус это в том, что он может кинуть свои чернила не туда, куда надо. Вот от слова совсем. Он может эти чернила закинуть абсолютно вот в освояси. Вот просто, ну... Стримишь? Не стримлю, это на запись. Сейчас я ему отвечу. Секундочку, надо купить персонажей для начала. Муэрта, конечно, со старта пришла. Хотелось бы ее взять, но... Не знаю, может я ее оставлю, может ее и продам. Вроде бы как бы хороший, полезный персонаж, но... Ну, кстати, Дискорд упал. Ладно, пока я Муэрту оставлю. Так. На всякий случай уточнил, что если это не мне, то это будет на запись. А то мало ли, он не ко мне обращался, я такой, да, все, это ж ко мне, я, да, по-любому, это ж все мне, это мне, да, мне. Поэтому на всякий случай я уточнил. А то мало ли меня сейчас ЧСВшной мразью посчитают. Собака, кстати, пришла, тиник есть. Но я, кстати, возьму уровень, и я думаю, я Муэрту продам. Возьму лучше собаку, возьму, либо Марси лучше взять. Мне на самом деле Марси как-то больше нравится. Я, наверное, Марси возьму. Так вот сделаю. Шмотки, конечно, пока что идеально. Я так надеялся, что шмотка нормальная выпадет. А упала бредятина. Кстати, Гримтачи я одного оставлю, двух не надо. Артем Ильин, привет. Так. Кто у нас Артем Ильин? Признавайтесь в комментариях. Вам тут привет передают. Поэтому вот. Как бы прочтите и дайте почтение этому молодому человеку. Почтение и уважение. Кстати, такой небольшой момент. Под этим роликом, когда соберется 50 лайков, я выпущу АМа через охотников. Поэтому, ребят, все зависит от вас. Ставим лайки, не забываем. 50 лайков равно АМ через охотников. И я думаю, это будет очень интересно. Я один раз собирал АМа через охотников и скажу следующее. Это очень и очень сильно было. Пока что что-то ко мне, ну, не приходят духи. Есть подозрение, что духи сегодня не хотят играть. Духи сегодня не хотят играть, ну хотя бы маги хотят играть. Ну, ничего страшного. Я уже привык к этому состоянию, когда мне духи не идут, если честно. Короче, чтобы вы понимали, до этого я пытался записать духов раза 2-3. И ничего не выходило. И, кстати, давайте от 1 до 10 оцениваем мой голос в комментариях. Сейчас охрипший, полностью басистый максимально. Я даже не знаю, как это назвать. Короче, максимально плохой голос. Но оценим его в комментариях, потому что я снимаю на новый микрофон, который мне подарили. О нем я писал в Телеграме, поэтому Аксарепу еще раз огромное спасибо. И... Обалдеть. Короче, вы поняли, что я хотел сказать. Еще раз огромное спасибо за микрофон. Это приятно и неожиданно. Ну, голос, кстати, вот когда я не заболел, я проверял, голос очень чистый был. Так что так. А кто не был на вчерашнем стриме, обязательно зайдите посмотрите. Мы там играли в ивент, чисто расслаблялись, кайфовали. Ну, в принципе, как сейчас, я думаю. Как сейчас будет ролик, потому что на эмоции мне трудно как бы себя раскрутить. Не то состояние, когда можно на эмоции себя раскручивать. Я, кстати, предметы перекину сейчас так вот в котла. А Дискорд я кину в пандочку. Я удивлен, что, конечно, ко мне пришел котел. На каком-то на 5-м раунде ко мне котел пришел. Это ж ты шо. Кстати, здесь есть Хускар. А у меня есть кунг-фу. Но это мне не поможет. Меня Хускар вынесет. А то он 80%.
Ну да. Не, возможно, если бы котел у меня сейчас полностью зарядил свою тычку, я бы его еще и вынес. Опа. Все, забираю свои слова назад. Забираю свои слова назад. Ко мне начали приходить люди, и ко мне пришел тиник в логику. А что это может значить? А верно. Это может значить лишь одно. Сейчас мы будем выносить все и вся. Сейчас мы будем выносить все и вся. Не оставим ни единого шанса. И я, кстати, знаете, что хочу? Я хочу все-таки... Я хочу попробовать людей оставить. Соберу людей, будет прям шикарно. У меня будет пару книжек там появляться. И будет прям шик. Прям шик. Так, я понял, 2 двоечки. Ага. Кстати, мы могли только что заметить, как и поменяли блинк. Сейчас, кто вдруг не знает, то блинк первого тира его изменили. И изменили, я считаю, в лучшую сторону, как по мне. Смотрите, он теперь когда... Как юзать теперь блинк? Он не сразу с начала раунда юзается. Сначала либо сделается шаг, либо заюзается предмет, либо же прыгнет на клетку. Кайф. Либо же прыгнет на клетку, и получится... Что после... Короче, если вы играете на убийцах и закинули блинк, допустим, в рейндж керри, либо же в милишного керри, то сначала он прыгнет за спину, а потом уже юзнет блинк. И так же самое касается всех остальных фигур. Сначала он сделает шаг, потому что... Ну, я не знаю, зачем это сделали, но я догадываюсь. Потому что если вы, допустим, берете условные арканцы, то арканцы не юзаются в радиусе, а тогда, когда у вас был блинк, он моментально сначала не прыгали, блинк, короче, юзался сначала блинк, а потом уже арканцы, как-то так. Сейчас, я так понимаю, этот момент пофиксили, и на самом деле это намного лучше, чем было. Потому что тот же самый условный морф. Вы закидываете ему блинк, а вы не хотите же там, допустим, кому-то другому давать этот блинк, там, арканцы. Вы закидываете ему блинк, арканцы сначала заюзаются, после того он прыгнет, а потом уже только юзнется этот блинк. И это круто. И это круто. Как по мне, это хорошее улучшение. Кстати, морф пришел. Морф пришел. Отлично. Я, кстати, может быть, в деньги буду выходить. Если сейчас проиграю, то я думаю, в деньги буду выходить. Выйду лучше... Хотя нет. Я хотел озвучить сначала информацию и сделать. Но получилось так, что я сначала сделал, а сейчас озвучу информацию. В общем, я решил так. Я возьму лучше 6 уровень, у меня будет какой-то псевдо-невменяемый шанс на фиолетовую фигуру. Но у меня также будет еще псевдо-шанс на паночку. То есть, если мне паночка какую-нибудь хорошую фигуру вернет, это будет прям белиссимо. Но если она какую-то фигуру даже не придет... Ну, что ж поделать. Вот эти вот воображаемые 6% на фигуру какую-либо рандомную. Ну, хотя бы так. Лучше, чем ничего, правильно? Правильно. Мало ли мне сейчас какая-то там, не знаю, кто, Лич придет, да? Либо же шаман придет. Вот, кстати, мне Леон пришел, обалдеть. Чего-чего, но Леона я не ожидал, что он придет ко мне. Это прям залог успеха. Залог хорошего настроения. Почему вы сегодня так рады? Я рад, потому что у меня есть котел на 10-м раунде, у меня есть Леон. Но на самом деле, я еще не раскусил этого Леона. Не могу сказать, что он хороший, не могу сказать, что он плохой. Возможно, если под гримтача ставить, то это еще хороший герой. По крайней мере, он ману высасывает, будь здоров. И вот если, допустим, вы играете на Джаггернауте, то у вас там, допустим, есть противник с Леоном и через богов условных, то он может жестко высасывать у него ману, и Джаггер сможет не кастовать, ну, не сможет крутиться. И это на самом деле немного так тильтует своего противника. Я вот, допустим, играл на богах плюс магах, и против меня был Леон в тройку. Не знаю, каким образом он его собрал, наверное... Все иконы мира поставил. Кстати, а вот, ну ладно. За 2 раунда ко мне панда не пришла, поэтому что правильно, я ее продал. Я ее продал. Я, кстати, вот баф людей сейчас поставил, баф магов поставил. Я думаю, все будет замечательно. Я бы, конечно, хотел, чтобы не ЦМ-ка у меня была, а была Лина. А лучше фулл комплект уже людей поставить. То есть, допустим, чтобы у меня сейчас был Омник, Легионка, Лина. Чтобы я смог поставить на 6 уровне. Соответственно, что правильно? 6 фигур. 6 фигур людей. И у меня было бы 6 людей, 3 мага и 2 рыцаря. Это было бы прям шикарно. Но чего нет, того нет. Я, кстати, бы мог поставить сейчас 2 волшебников, и у меня было бы 4 духа. Но я в духов особо не верю. Не верю. Поэтому не буду так делать. Не хочу. Так, все. Книжки реализовываться. Поехали. Лиу. Не, это какая-то подкрутка, отвечаю. Это какая-то подкрутка. 2 Леона у меня уже есть. Если сейчас Леон придет в двойку, то это будет замечательно.
Это будет очень круто. Охотники, вижу, собираются. Для меня не очень хорошие новости. И плюс я там видел, что есть бог-орк, скорее всего. Ну, в общем, короче, там будет Джаггернаут на крутилочке своей кататься 100%. 100%. Пока что я хочу сказать так. У меня все замечательно. У меня все шикарно. У меня все прекрасно. Так, Хусик. Вот Хусик еще проблема, понимаете? Забираю свои слова назад. Хусик это не проблема, это так. Шутка. Это шутка. Это не Хусик, это шуточка. Так, 2 морфа у меня есть. 12 раунд у меня 2 морфа. Замечательно. 13 раунд у меня 2 морфа. Прошу прощения. То есть сейчас в комментариях полетят фразочки о том, что я балабол. Кстати, тут собираются звери. Тут собирается бог через Джаггернаута 100%. То есть 2 сборки я уже вижу. И собирается охотник. Угу. Но тут катка для богов-орков прям замечательная. Почему? Потому что здесь есть легендарный шаман, плюс есть хан. Можно будет поставить еще и сверху горн. Да, вон 2 охотники есть. Но охотники должны меня разрывать. Вот пока что, я думаю, охотники должны меня прям беспощадно выносить. Вот, кстати, охотники пришли. Сейчас посмотрим. Очень надеюсь, что ко мне после 3-го тира придет. Ну, кстати, кто... Отлично. Отлично, я его вынес. Короче. Да что это такое? Что происходит? Почему мне АМ приходит? Как так? Не, я все... Не, ну, блин, как это правильно сказать? Я рад тому, что он ко мне приходит. Я очень рад, но у меня и так 2 леона есть. У меня только 6-й уровень. У меня есть котел, у меня есть 2 леона, у меня есть АМ. Но вдумать... еще и кунка есть. Это фиолетовые фигуры. То есть сегодня рандом реально на моей стороне. И мне нужно как можно быстрее уже выходить в деньги. Как только я выйду в деньги, соответственно, что? Правильно, я смогу выставлять больше фигур людей, соответственно, больше фигур духов и перестраиваться. И, соответственно, надо было поставить 6 людей. И желательно 6 магов. То, чтобы у меня было 6 магов, 6 людей. И было прям песня. Ну, вот то, что я говорил, тут есть... ну это воины. Ну тут Лина в двойку. Все, я понял. Понял, рот завалил. Да, я тут не вытащу, к сожалению. Лина в двойку сильнее, чем котел в единицу. Вот если бы у меня котел был в двоечку, вот это была бы совершенно иная история. Ля, он мой винстрик стырил. Козел. Ну ты неблагодарный, готовься, я к тебе приду, и ты будешь... Ну, это была огромная ошибка. Ты в жизни таких ошибок не совершал, как сейчас. Ты снес мне винстрик. Это означает, что? Правильно. Это готовь зёпу. Зёпу готовь по полной программе. Зёпа будет битая у тебя. Я, кстати, Эма поменял на морфа, потому что Эм на мах бесполезен. Если бы у мобов была мана, тогда он был полезен. А так нет. Я, кстати, вообще в целом не вижу смысла от этого Эма. Хотя можно было бы попробовать 6 духов сделать, 6 магов и керри. Это будет прям вообще сок. Я хочу, кстати, 12 уровень все-таки. Я думаю, уже все и так поняли, что если я ставлю людей, то я хочу, значит, 12 уровень. Раз 12 уровень, значит, будет контент. И будет больше возможностей перестроиться вдруг чего. Но ничего, это, короче, он готовит мне сейчас свой винстрик для меня. Вот я приду к нему, заберу его винстрик, и он такой: не надо, дядя. Дядя, не надо. А я скажу: надо, Федя, надо, Федя, надо, Федя. Я же заговорился в моменте. Кстати, можно... Да, я, наверное, так и сделаю. Хотел сказать, что можно было бы юзнуть книжки, чтобы взять себе уровень. Но все-таки я лишусь 2 книжек и возьму уровень. Не думаю, что это ошибка. Я думаю, что это не ошибка как раз. А наоборот. Так и надо делать. Да, я там лишился 2 книжек. Это потенциально мой 11 уровень. Но если брать в расчет на то, что... Сейчас, секунду, я задумался. Короче, плюсов больше от того, что я сейчас сделал уровень, нежели минусов. Плюс 1 фигура, соответственно, плюс дамаг, плюс... Это усиление стола. Я потратил всего лишь 2 книжки. И, соответственно, я могу за пару раундов эти 2 книжки вернуть. Поэтому я считаю это плюс, чем минус. А что думаете вы, давайте напишите в комментариях. Вот смотрите, если вы считаете, что... Мне показалось, интернет завис. Смотрите. В комментариях пишите, что вы думаете на этот счет.
Сделал ли я сейчас ошибку, то, что потратил книжки, или не сделал ошибку, и наоборот лучше так делать иногда. То есть лучше пожертвовать пару книжек, но взять уровень и поставить себе сильнее стол. Вот на этот вопрос вы ответите, соответственно, в комментариях. Фух, на самом деле, я уже так запыхался. Вот когда вчера был стрим, я несколько раз уже запыхивался на стриме, это было жестко. Но я думаю, все меня понимают и ни грамма не осуждают. Там, кстати, собираются воины через Хускара Керри. И буду откровенно честным, для меня это не хорошие новости, потому что если он соберет себе сильного Хускара, то мои маги идут лесом. Хотя на самом деле я скажу такой вот маленький секрет, что если вы... Ничего не скажу, у меня обалденный стол сейчас. Я могу, кстати, 9 магов поставить. Но объективно я не особо хочу ставить 9 магов. Вот я сейчас так подумал, что зачем мне эти 9 магов? Мне нужны книжки. Хотя будет у меня 9 магов, я, соответственно, буду все и вся сносить. Особенно там, когда звери, то они меня будут темпом брать. Может продать этого АМа и все, и дело с концом. Он, конечно, сильный, этот АМ, но не нужен пока что. О, кстати, у меня 4 духа, 4 человека, 4 мага. Прикольно смотрится, прикольно. Да. Короче, мне нужно много фигур убрать, чтобы поставить 9 магов. Но тем самым я лишусь книжек. Но, в принципе, даже без 9 магов у меня довольно-таки сильный стол. Кстати, -1. Пока. Кстати. What? Чего? Свен ко мне пришел? Ты что, издеваешься? Прикол. Честно, я такого не ожидал. На каком раунде? На 18-м раунде ко мне пришел Свен. Обалдеть. Давно такого у меня не было. Просто Свен на 18-м раунде. Обалдеть. Я теперь в замешательстве, понимаете? У меня есть Гримтач, у меня есть Леон в двойку. И у меня есть АМ со Свеном. То есть, по идее, если мне и дальше так будет хорошо идти, я могу взять 5 драконов, 4 ведьмака и закирить Свена. Кстати. Случайно открыл только что чат. Напишите в комментариях, хотелось бы вам увидеть сборку, это драконы, ведьмаки через Керри Свена. Вот, хотелось бы ее увидеть. И давайте так. Хотя не, ладно, это под следующие ролики так сделаю. Под этим роликом, если вот 50 лайков собираются, то я, соответственно, выпускаю это охотники плюс АМ Керри. Через, естественно, мантию короля. Это будет красиво, это будет интересно. Так вы просто в комментариях напишите мне. Было бы вам интересно посмотреть игру на драконах, ведьмаках плюс Керри Свен. Возможно, это, кстати, будет и эта игра. Но я не уверен. Я не совсем уверен, что я хочу именно эту игру. На драконах плюс Свен Керри. Я все-таки же обещал духов записать. Сори, что Винстрик украл. А он шарит в этой теме. Он, знаешь, я бы сейчас бузил за то, что он украл мой Винстрик. Но ничего страшного. Ничего страшного. В этот раз я его прощу. Я его в этот раз прощу. Но в следующий раз... А следующего раза не будет. В следующий раз я к нему в гости приду. Вот в скором времени. В скором времени я к нему приду. Я ему покажу всю силу магов. Если мне сейчас еще и посох 3-го тира упадет. Оу май. Там такой контент начнется, ребята. Я думаю, все прекрасно помнят. Так, обидно, не пришел. О, гиперстон. Я бы хотел сказать, что гиперстон это бесполезный предмет для меня. Но пока что он будет полезным. Пока что данный предмет он для меня полезен. Все-таки скорость атаки плюс 50, плюс я играю пока что через Морфа, плюс у меня есть Мьёльнир. Знаете, что я сейчас осознал? То, что я все вот эти вот предметы на скорость атаки могу перекинуть своего АМа. Возьму вот так вот уровень, и я просто возьму и перекину все эти предметы сейчас в АМа. Все, это сейчас будет полный развал. Я ему, кстати, мог бы отдать вот это кольцо магии плюс 30, но оно вряд ли бы ему помогло. Но вот щиток, я думаю... Ну, я думаю, вот так вот будет нормально. У меня сейчас много скорости атаки будет. Прям замечательно много. И, кстати, знаете, я как могу сейчас сыграть. Вот я так подумал. Блин, плохо, что там 9 охотников. Это плохо. На драконах плюс магах я вряд ли... Ой, драконы плюс Свен в этой катке я вряд ли смогу сыграть. Из-за того, что там есть 9 охотников. Я не успевать буду убивать этих 9 охотников, а он будет меня отталкивать нон-стопом. И для меня это огромная проблема. Ну, кстати, меня сейчас так духи выручили, обалдеть.
Если бы не духи, то сейчас бы я откис. Вот реально, только что так сработало часто окаменение. Помнишь, я тебе говорил, что я к тебе приду? Я пришел. Но если бы у меня были сейчас драконы-ведьмаки, то он бы меня вынес. Без шансов бы вынес. Это 100%. Потому что мой Свен бы не смог бы подойти от слова совсем. Кстати, а ну-ка напишите в комментариях, ко мне сейчас Энигма придет или нет. Я думаю, ко мне Энигма не придет. Я почему-то уверен в том, что она ко мне не придет. Но то, что мне рано Леон пришел, это прям вообще топчик. 10 из 10 ставлю. Вообще, можно сделать следующую сборку сейчас. Это 6 магов, 5 драконов, 4 духа. Либо же 6 духов. Но драконы тогда отменяются. Но на самом деле я хочу все-таки оставить драконов. Все-таки инкаст способности это имба. А, кстати, опять это молодой человек на Хускаре. Иди в баню! Ну, какой-то... Не знаю, что вы скажете по поводу Леона? Как по мне, Леон, ну, такой себе персонаж. Не знаю, мне предыдущий Леон намного больше нравился, чем этот. О, кстати, разорчик сюда. Вайпер сюда. Так, у меня есть 4 дракона, отлично. Ну, то есть с 2 волшебниками у меня уже 5 драконов. Блин, я хочу посох 3-го тира. Очень хочу посох 3-го тира. О, боги-орки. Помните, я говорил, что Джаггер будет крутить меня? Вот сейчас начнется вот это круть-верть. У него еще и лич там. Все понятно. Все понятно. Если он еще сейчас нашел себе посох 3-го тира, у меня будет состояние-нестояние. Он вынесет меня. А, не, пока что не нашел. Походу. Похоже, он пока что не нашел. Так, минус 17, отлично. Лич! А что это за Новый год? Почему мне так хорошие легендарные... Так хорошо легендарные фигуры приходят? В чем прикол? Как так? Обычно, когда я играю на том, что мне хочется, мне так не идет. Но тут есть подвох по-любому какой-то. Какой-то по-любому подвох есть. Еще только вот... Ну, только лейт-стадия, я бы сказал. Даже не лейт... Хотя не, уже лейт-стадия. Уже лейт-стадия, у всех есть свои сборки. Вот этот Орион, который играет через богов-орков, он своим Джаггером будет моих магов всех крутить. Если ему еще и по шмотка повезет, то все, это ГГ. Это ГГ. Там еще есть 2 легендарных орка. Легендарный шаман и орк-чернокнижник. Он должен душить. Так, еще один охотник. Сюда подошел. Так, Винстрик сюда, денежки сюда. Я не знаю, что это происходит. Вот честное слово, не знаю, что происходит. Мне очень хорошо приходят легендарные фигуры. И ей-боу, я хочу сейчас вот этих вот всех лишних легендарных фигур распродать. И собирать все-таки драконов-магов через духов. Ну, кстати, Джаггер нашел себе посох 3-го тира. Надеюсь, что сейчас и я найду посох 3-го тира. Если не найду посох 3-го тира, он меня вынесет. Но, на самом деле, как придет ко мне шаман легендарный, я думаю, вынесу его без шансов. У меня, кстати, винстрик 8. Обалдеть. Давно такого не было. Не понимаю, что Рамиль собирает. У него 4 зверя до сих пор. Неужели ему звери не идут? Странный билд. Давай, посох 3-го тира. Посох 3-го тира. Молю. Молю, посох 3-го тира хочу. Так, Лина есть. Отлично. Так, ладно, я ведьмаков разбираю. Так вот делаю. Да. Все, мне теперь для полного счастья не хватает Аганима. Для полного счастья мне сейчас не хватает Аганима. Так, 6 магов у меня. Вот, точнее, 5 магов. Теперь 6 магов и 5 людей. А кого мне надо поставить? Я никого пока не могу поставить. У меня нечего ставить. Ну, вместо кого? Вместо Тиника, наверное, буду ставить. О, да. Вот это да.
Вот это то самое. Я думаю, многие сейчас кайфанули, как я с первого... Ух ты, ё! Ну, драконов, кстати, я зря продал. Хотя, если сейчас ко мне... Блин. Он маску 5-го тира нашел. Еще и с посохом 3-го. Ай-яй-яй. Помните, я говорил об этом? Что как только он находит в себе посох 3-го тира и маску, то все, он меня будет раскручивать. Моя магия его вряд ли пробьет. Тут даже Зевса нету, чтобы его пробивать. Единственная надежда, это надежда на шамана легендарного 5-го тира. Если он приходит в двойку, то там все, там ГГ. Леший и хан, обалдеть. Хо-хо. Бог, кстати. Но я могу Гримтача заменить. Сейчас пока что я, наверное, Тиника заменю. И у меня получается 6 людей, 6 магов. Ой, вы просто представить не можете, насколько я в жестком замешательстве. Свен уже 2 раза пришел. Я, кстати, шмотки в котла закину. И вот так вот сделаю. Вот так. В котла я как-то побольше верю, нежели в Разора. Хоть Разор и хорошо чистит спам-столы, то у котла намного больше урона. И я думаю, котел у меня преуспеет. Вот смотрим, смотрим. 30 тысяч урона молодой нанес. Ладно, возможно, я реально драконов соберу. Книжки поехали, поэтому реально буду собирать драконов, наверное. У меня скоро 11 еще. Там как раз еще 9 охотников, поэтому, в принципе, 5 драконов, 6 магов, 4 духа, либо же 6 духов будет прям хорошо смотреться. Ну, тогда у меня 6 магов нет. Вот, о! Гений! Все, теперь у меня есть 4 духа, 6 магов и 6 людей. Отлично. Билд, я считаю, пока что шикарен. Шикарный билд. Мне очень нравится. Пока что очень нравится. Так, 9 воинов есть с эгидой в тройку. Ага. Ага. 9 воинов с эгидой в тройку. Это, конечно, хорошая такая информация. Неприятная, я бы сказал бы. Но вот если бы у меня сейчас было 5 драконов, он меня даже не успел бы оттолкнуть, как я бы его снес. Ля, как подтолкнул хорошо. Медуза, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Медуза, огромное, что ты меня подтолкнула. У меня котел вообще не туда, куда надо кастовался изначально. Кстати, Тиника я продам. Собаку я продам, пока оставлю рыцаря лучше. Купил Тиника, продал Тиника. Бедный Тиник. Бедный Тиник, которого продаю, покупаю. Так, Орион там, кстати, откис на богах-ворках против воинов. Это отлично. Это новости хорошие. Не знаю. У меня сейчас посох 3-го тира. Это самый балансный предмет. Вдруг кто не знает. Если вы играете на магах и у вас есть этот посох 3-го тира, то вы пробиваете чуть ли не любой магический деф. Вот даже если будет Хускар с шаром бездны, то вы с этим посохом будете пробивать беспощадно. И если есть Джаггер и есть Зевс, вы собираете Зевса в двойку, даете этот посох, агоним. Все. Один удар, и все ваншотаются. Даже Джаггер под крутилкой. Вот самое абсурдное, то что даже Джаггер под крутилкой, он ваншотается. Блин. 86 хп, какой кайф. Так, Хусик, сюда, молодой, подошел. Смотри, сейчас минус Хусик будет. 10% хп осталось, сейчас буду минус я. Или нет? Смотрите. Опа! Че там, Хусик дефает магов? Ага. Верю, поверил. Вот это да. Блин, ну мне это нравится. Лина приходит, отлично. Можно... Да, я Гримтача продам. У меня все-таки пока что он есть, но в целом... Ну, в целом, хотя... Не, ну Гримтач мне на самом деле нужен. У меня все-таки есть Леон здесь, у меня есть здесь Лина.
Пока что понадобится. А там уже можно будет заменять в будущем. Ну, кстати, Гримтач хорошо подходит под Лича. Лиджи имба. Лиджи это лютая имба. Потому что, когда Гримтач накинет свои чернила, и дай бог закастует в эти чернила Лич, там же столько полетит этих касок, что просто. Будь здоров. Кстати, Леона можно апать потихонечку. БКБ. Но БКБ мне нету против кого юзать. От слова совсем. Да, там есть звери, да, там есть воины, но мне... О, боже. Мне бы хекс найти. Чего? На. Явно не эти предметы я ожидал видеть. Явно не эти. Гримтач идет неплохо, но пока он мне не нужен. Так, совершенно немножко осталось до 12-го мне. Надеюсь, сейчас пару раундов вынесу. А элементалисты, я же смотрю, вообще не идут, да? Где мои духи? Где мои духи? Вот вопрос на миллион. Где мои духи? Я что-то пока что их не наблюдаю от слова совсем. Да. Я, кстати, чуть не перепутал. Я Мьёльниру дам сейчас линии. Надо все-таки настакивать скорость атаки. И будет нормально. Смотрите, 2 охотника, 9 штук. И воин 9 штук. На самом деле, собирать охотников, когда есть воин, это как-то странно. Вам не кажется это странным, собирать 9 охотников против воинов? Батяня. Жестко. Боже, как это жестко. 2 дракона. Блин, ну я хочу оставить, чтобы попробовать себе вот все-таки 6 духов найти. Обратите внимание, какие билды у моих противников. 2 охотника по 9, 1 воин 9, бог, орк и зверь. То есть, по сути, вся мета сейчас есть, ну, кроме охотников. Я не скажу, что охотники в мете. А еще, кстати, мне не хватает одного шаманчика. Как только будет один шаманчик, то все. Им GG. У меня, кстати, 3 дракона уже есть. Жалко, здесь нету Джакира. Я бы мог, знаете, как убил сделать? Это 5 драконов, 9 магов, 4 духа. Еще если бы отпечаток богов оставили, то я бы мог сделать еще себе 4 бога. Это было бы имба. Но, к сожалению, из-за того, что отпечаток убрали, это не имба. Ой, меня что, вынесут? А не. Не, ребят, посох не имба. Не берите, не собирайте никогда. Он вам не нужен. Кстати, 29 из 30. Так, можно людей уже распродавать полностью, можно ставить драконов. Как-то так сейчас сделаем. У меня 5 драконов, 6 магов, 4 духа. Я думаю, так нормально. Хотя можно Лину еще заменить. Хотя там Гримтач есть. Не, Лину я, наверное, пока что ставлю. Два Эма приходят. Хан приходит. Обалдеть. Можно немножко богов поставить. Я вот сейчас так подумал, что в действительности можно немного богов поставить. То есть, смотрите, я заменю Гримтача. Да, Гримтач очень сильный хотя бы, но я могу заменить Гримтача. Поставить себе Грангеральда, поставить Хана. Обалдеть, Лич. И у меня будет хотя бы 2 бога. Еще маг, кстати, есть. Так, у меня 6 драконов получилось. Так, этого продадим. А ну, кстати, напишите в комментариях, что сильнее. 9 магов, 4 духа, 5 драконов. Ой. Ой! Какие 4... Сейчас, секунду, подождите, дайте я закончу, и потом я скажу свой вопрос. Вы напишите в комментариях, что сильнее будет. Сегодня без болтов на 28, видимо. Нечего, они были, они присутствовали.
Они все-таки присутствовали. Жалко. Жалко, конечно, то, что мне сейчас упало. Хотя, на самом деле, арчит был бы неплохим предметом. Но нет. МКБ. Понял? Спасибо. Понял, спасибо, я принял. Короче, напишите мне сейчас в комментариях. Что сильнее? 9 магов, 5 драконов? Или же 6 магов, 5 драконов, 4 духа? Я на самом деле мог бы сейчас убрать одного морфа. Но так как я обещал духов реализовать, я даже на самом деле не знаю. Напишите еще в комментариях. Реализовал ли я духов? Считается ли это так, что я сейчас реализовал духов? Меня, кстати, почти снесли. Еще чуть-чуть, и меня бы снесли. Так, там леший в двойку, боги-орки. Книжки. Ну, книжки мне уже не нужны. Хан. Ну, хан мне не нужен. Так, это сюда. Не знаю, я ДК продам. Не хочу его видеть. Так, магический посох. Там жесткий чел на богах-орках. Очень жесткий. Он будет меня раскручивать. Если я не успею закаститься первее, то он меня раскрутит. Жалко, здесь нет Джакира. Был бы Джакира, я бы мог поставить его вместо ДК. У меня было бы 9 магов, 4 духа. И 5 драконов. Да. Ситуация так себе. Не знаю, как-то так расстановку еще сделаю. Поставлю, наверное, в середину. Не, ну, не знаю, можно Разора, конечно, оставить как есть сейчас, а можно Разора оставить чуть-чуть в середину. И тогда он намного больше продамажит воинов. Зверей я уже не опасаюсь, звери так себе. О, еще один посох. Одного мало, два достаточно. А знаете, что я понял? Вот что я понял. Вот, смотрите. О, еще и догон. Отлично. Что может быть лучше, а? Рефрешер может быть лучше, кстати. Получается, духов я не могу... Точнее, подождите, а могу ли я поставить 9 магов? По-моему, не могу никак поставить. Ну да, я не могу никак поставить 9 магов. Мне не хватает стола. Хотя, если двух убрать... Не хватает, Джакира нету. Из-за того, что Джакира нету, я не могу поставить себе лучше, сильнее стол. Но, в принципе, я мог бы магов несколько убрать. Допустим, ту же самую Лину поставить обратно 4 духа. Но Лина понадобится мне. Там все-таки есть Джаггер, хотя бы хоть кто-то с руки будет его бить. Хотя там Battle Fury упал. Но у меня сейчас есть шаманчик. Вот и посмотрим импакт. Импакт шаманчика. Жик. Боже, он просто испепелил всех. 8000 урона. Я в шоке. А знаете, в чем плохо? То, что он сейчас сдох. Вот в чем плохо. Очень плохо то, что он сейчас сдох. Я бы сказал, это максимально плохо, то, что он сдох. Не знаю, мне бы хотелось сейчас скипнуть парочку предметов. И попробовать найти текст тот же самый. Нет. Там жесткий Джаггер. Маска. Но у него есть огромные шансы меня вынести. Эх, ну ладно. Битва имбы против имбы. Мне везет, что он в двойку у него. И мне везет то, что у меня есть шаман. Просто в сайленсе стоит молодой, даже ничего не может мне сделать. Все? Конечное? Я думаю, это конечное. А как он обновил крутилку? Но все равно это красиво. Дизраптор имба. Ну, ребят, это не контрится. Это не контрится. Тут добавить мне даже нечего. Ну, если есть дизраптор, то грех его не юзать. Мне повезло, что он не нашел дизраптора. Я уверен, что если бы он нашел дизраптора, он бы по-любому его юзал. А так, я нашел его быстрее. Я его заюзал. Короче,
Что думаете вы по поводу этой игры, вы, соответственно, напишите в комментариях. И я напомню, 50 лайков собираем, я выпущу ролик, это антимаг плюс охотники через мантию короля. Это будет интересная каточка, я более чем уверен, и на самом деле мне самому хочется прям ее записать, у меня огромное желание ее записать. Поэтому, ребят, 50 лайков, охотники плюс АМ через мантию короля, готово. И напишите еще в комментариях, реализовал я все-таки духов или не реализовал. Или вы все-таки хотите увидеть ролик, это 6 духов и сколько-то там магов. То есть, допустим, 6 духов, 6 магов. Как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мой YouTube канал и на Telegram канал. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи.